прошлом видео мы разобрали, когда продавать альткоины, а в этом же видео мы разберемся, как правильно их покупать, когда заходить в позиции, как покупать альткоины перед пампом и вообще все, что вам нужно знать перед покупкой альткоинов, какие метрики анализировать и многое другое. А перед началом видео я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал. У меня цель 100 тысяч подписчиков в 2025 году, и с помощью вас я смогу этой цели достигнуть. Пожалуйста, подпишитесь, я знаю, что большинство из вас смотрят без подписки. Спуститесь вниз, нажмите красную кнопочку подписаться, поставьте этому видосику лайк, чтобы он продвигался, а мы начинаем. Также перед началом видео обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется Bendy Gang, ведь тут публикуется самая топовая информация по криптовалютам, тапалки, новости, airdropы, листинги, короче, все, что вам нужно знать, находится в одном телеграм-канале, который называется Bendy Gang. По ссылочке в описании заходите, подписывайтесь. Итак, как я упомянул в начале этого видео, мы разберемся, как правильно покупать альткоины перед пампом, когда заходить в альткоины, по каким параметрам оценивать токен, чтобы его покупать. Все это мы разберем в этом видео. Будем разбирать на примере токена Aptos, потому что я максимально изучил данный проект. Также дам вам еще на размышление несколько проектов, которые вы сможете сами проанализировать по информации, которую получите в этом видео. У нас есть несколько факторов, по которым мы можем ориентироваться на то, когда правильно покупать альткоины. Первое – это технический анализ. Это наш график. Мы можем посмотреть на график и понять, в какой стадии рынка находится данный альткоин и стоит ли его покупать. Следующий фактор – это фундаментальный анализ. Это анализ команды, проекта, токеномики и разных других вещей, которые связаны с фундаментальностью, почему токен будет переоценен. И третий главный фактор – это цикличность рынка. Вы должны понимать, в какой стадии рынка вы покупаете данный альткоин. В начале, перед началом альтсезона, на альтсезоне, либо в конце альтсезона. Это тоже важно понимать. И в этом видео мы разберем все эти факторы, как понимать, когда покупать альткоины. Поэтому еще раз попрошу вас поставить лайк. Видео будет максимально информативным. Обязательно смотрите его от начала до конца. А мы начинаем. Смотрите, токен Aptos. Мой любимчик, у меня огромная часть портфеля в нем находится. И что мы видим? Мы видим график, который у нас идет в таком рейнже. У нас есть верхняя граница рейнджа и нижняя граница рейнджа. То есть у нас токен стоит в накоплении. Это не какой-то там рост, памп, дамп, нет. Это просто стоит в накоплении токен. Да, он ходит там с волатильностью примерно там 300% вверх и там сколько вниз? 76% вниз. Но это как бы нормальная волатильность на альткоинах. Я лично смотрю на график вот так. Для меня график находится в накоплении, и мои цели по Aptos, я уже их очень много раз говорил, это 80, 100, 150, 200. Опять же, не факт, что мы дойдем до 200, но 80-100, я думаю, в этом цикле вообще спокойно. Почему я смотрю именно так на график? Давайте Aptos сравним с другим, тоже Layer 1 блокчейном, который называется BNB. Да, токены немного разные, один токен биржи, другой токен, который строит свою собственную блокчейн-инфраструктуру, но все-таки они очень похожи. Смотрите, если смотреть с части технического анализа, то у нас очень похожи графики. Точно так же токен BNB ходил на сколько? На 700 даже процентов вверх, потом точно так же он падал на 83%, но это ему не помешало потом дать 10 тысяч процентов роста на альтсезоне. И посмотрите, самое главное, как понять, что тут происходит накопление. Вот внизу есть такой индикатор объемов. Он сразу на TradingView по умолчанию установлен. Если нет, то можете найти вот объемы BNB. Ну, в принципе, в индикаторах пишите объемы. Опять же, сайт TradingView я оставлю тоже в описании. Каждый должен уметь пользоваться TradingView, потому что тут расположены графики, которыми удобно пользоваться. И мы видим большие объемы. Что это нам говорит? Это говорит нам о том, что токен интересен кому-то и его часто проторговывают. Вероятнее всего, если мы находимся в медвежке, это у нас как раз таки медвежка была, то кто-то накапливает позицию. Потому что тут вот на лоях никто не будет продавать вот с такими большими объемами. Поэтому мы смотрим на объемы. Объемы у нас находятся снизу. Также можно на разных сайтах посмотреть. Давайте на CoinMarketCap покажу, как это выглядит. Вот у нас CoinMarketCap. Тут можно посмотреть дневные объемы. У токена BNB это 1,5 миллиарда долларов. Достаточно такие мощные объемы. И вот то самое накопление перед пампом. То есть мы видим, рост объемов было 50-60 миллионов, потом бам, 500 миллионов. Нормально так опять объемы спустились. И перед самим пампом начали нарастать объемы. 200, 300, 500, 600. То есть объемы нарастают 400, 600, 500. И потом резко, вот здесь вот на этом вот начале пампа, объем, посмотрите, объем 1 миллиард 250 тысяч долларов. Потом бам, сюда 4 миллиарда. Там где-то 8 еще было по пути. Да, вот восьмерочка была, ну-ка. О, вот 8,58. То есть когда начинается жесткий рост объемов, это значит, что заходит огромное количество людей, либо киты, которые начинают пампить токен. Люди, соответственно, видят зеленые свечи. И, как правило, люди любят покупать зеленые свечи не на коррекциях, а когда уже токен улетает. Такая вот человеческая натура, скажем так.
Поэтому мы смотрим на объемы перед тем, как покупать токен. Если токен, у него объемы там маленькие, не знаю, но опять же это все сравнительно. Вот видите, есть соотношение объемов к маркет-капу. Тут как бы тоже нет таких вот, ну не знаю, нет методички. Вы должны это просто сами как-то понимать, какие вот там объемы должны быть. Допустим, давайте сравним токен Aptos. Все-таки BNB-шка это уже такой старенький токен проторгованный. Я вам покажу на Aptos, потому что мы, соответственно, сегодня Aptos будем разбирать. Вот смотрите, у Aptos капитализация $3,5 миллиарда и соотношение объемов и маркет-капа 6,61. Объемы на нем $230 миллионов. Это очень хорошие объемы. Если посмотреть какие-то периоды, объемы долетали до там миллиардов. Вот миллиард был тут на пике. 900, 200, 300. Но в целом объемы держатся хорошие. То есть несколько сотен миллионов долларов держатся объемы на токене Aptos. Точно так же, как было на токене BNB перед его пампом. Поэтому мы анализируем объемы, смотрим объемы. Чем они выше, тем лучше. Посмотрите объем по соотношению капитализации. Там, допустим, если у токена такие же объемы, как его market cap, это говорит о том, что к этому токену повышенный интерес со стороны либо ритейл-участников, со стороны китов. Опять же, это еще можно через on-chain смотреть, заходить в блокчейн, посмотреть, что там делают кошельки, топ-100 холдеров. Это можно делать через CoinCarp. Опять же, я в прошлых видео об этом говорил, как это смотреть. Запомнили, как выглядит график BNB? Повышенные объемы, токен торгуется в одном диапазоне, улетает. Смотрим на токен Aptos. Токен у нас торгуется в одном диапазоне, повышенные объемы. Что будет дальше? Вы должны уже сами понимать логически. Также мы можем смотреть по теханализу, мы отметили вот верхнюю границу и нижнюю границу диапазона. Как правильно покупать токен? Вероятнее всего, токен будет ходить от зон поддержки и сопротивления. Здесь у нас сверху зона сопротивления, потому что у нас были тут хаи, там у нас расположены люди, которые залетали по хаям, и они могут продавать свои позиции, когда токен будет доходить до точки без убытка. Либо они тут усреднились, у них позиция чуть в плюс выходит, они сразу продают, чтобы выйти из токена, потому что они слишком долго сидели в нем просадкой, идти с 23 года по 24. Поэтому такие уровни часто выступают уровнем сопротивления, и от них токен может отталкиваться. Такие уровни тоже пробиваются. Чем чаще токен подходит к уровню сопротивления, тем больше шанс, что он его пробьет. А покупать можно на уровнях поддержки. Вот здесь вот у нас был лой, потом здесь у нас был лой. Тоже можно отметить с его линиями. Вот есть линия тренда, лучами, горизонтальный луч, горизонтальная линия. Вот так можно отмечать. И по этим линиям, соответственно, если токен приходит опять сюда, либо чуть-чуть выше там приходит, можно отметить как диапазоном, взять там прямоугольничек, вот так вот прямоугольник берем, отмечаем вот этот вот нижний диапазон. И как только токен сюда приходит, вы начинаете его покупать. Потому что, видите, раз у вас была возможность купить, 2, 3, 4, и вот вы так можете в этом диапазоне накапливать позицию. Лично я нахожу какой-то токен, я покупаю его практически на любых диапазонах. То есть даже если токен был здесь, либо здесь, я его покупал. Но покупаю не на всю котлету, у меня есть какая-то часть суммы, которую я оставляю на усреднение. Токен падает, я усредняю, токен падает, я усредняю. Тем самым я всегда нахожусь в позиции. Если токен полетит, с текущих полетит, отлично, я какую-то часть позиции уже купил. Если токен не полетит, отлично, я усредняю, накапливаю свою позицию. Я в любом случае нахожусь в выигрыше. То есть моя тактика заключается в том, чтобы всегда быть в позиции. Я не могу оставаться вне позиции. Лично мне некомфортно, когда я не в позиции. Я лучше пересижу там какую-то жесткую просадку, чем останусь без позиции. Опять же, у каждого своя тактика. Лично я действую вот так вот. Еще к техническому анализу можно отнести разные индикаторы. Я все ссылки оставлю на все сайты в описании. Это у нас RSI, Heatmap, на CoinGlass. Тут мы можем смотреть, что у нас происходит с токенами. Они либо сильно перекуплены, либо сильно перепроданы. Если токен сильно перепродан, то это хороший знак к тому, чтобы его покупать. Это значит, что огромное количество людей начинает его продавать, и, соответственно, токен находится в коррекции. Перестройте свое вот это вот мышление. Почему-то большинство людей любят покупать зеленые палки. Это абсолютно неправильно. Вы должны покупать токены на коррекциях, не когда токен летит. Вот постоянно я вижу в чатах, вот когда XRP летел, мне люди писали в чатах: захожу в лонг, а стоит ли покупать? Когда XRP там дал там сколько? 800% роста, где он находится на хаях, и люди спрашивают: а стоит ли покупать? Действительно, почему ты не покупал XRP по 30 центов, по 60 центов, почему ты хочешь по 30 баксов покупать? Ой, по 3 бакса покупать. Я не понимаю эту психологию, у меня такого нету. Не знаю, может, у меня врожденность такая. Но у меня нет такого, что я там на хаях хочу покупать, токен летит, у меня фома, я хочу его купить. У меня такого нету. У большинства людей это есть. Не знаю, почему так, но не надо покупать на хаях. Покупайте, когда токены перепроданы, когда они находятся в коррекции. С тем же токеном Aptos, поверьте, вот на этих значениях даже люди в моем чате тоже писали. Я снимал тут видео про токен Aptos, и люди писали: о, покупаю Aptos на хаях. Когда токен был здесь, он был никому не интересен. Когда токен показывает рост, все сразу им интересуются. И это к слову о том, что, вот допустим, тот же Sui, да, точно такой же блокчейн, как и Aptos. Они очень сильно похожи. Тут Sui был никому не нужен. Когда Sui вырос до 5 баксов, все, это технология, топовый блокчейн. Каждый раз люди,
как только цена растет, они придумают, почему токен будет переоценен, либо почему он так стоит. Поэтому вы должны начинать покупать активы до их переоценки, до того, как о них говорят все. Опять же, это тоже нужно понимать с точки зрения фундаментала, потому что большинство, вот там токен Aptos Scam, он не растет. Правильно, не покупайте его, я буду за вас покупать. Увидимся на других ценовых значениях, где будут все говорить, что Aptos это супер технология. Опять же, рынок, они нелогичны, и вы должны мыслить немножко масштабнее, чтобы понимать, когда заходить в позицию. Поэтому мы покупаем на коррекциях, не на хаях, не надо на хаях покупать. Покупаем на коррекциях. Лучше уже пропустить токен, если там он дальше улетит, лучше его пропустить, найти другой токен, чем покупать на хаях и потом сидеть в жесткой просадке минус 70%. Либо оставляйте средства на усреднение, покупайте там на 30%, на 40% от выделенной суммы. Остальную сумму вы разделяете и усредняете по мере падения цены. Так тоже можно делать, вот личная моя стратегия, но я все равно на хаях не покупаю. То есть, если бы там токен стоил по 19, по 20 баксов, я бы не покупал. Я начинал Aptos покупать по $6,5 здесь, видел его по 19, тут я еще докупал. И тут, я уже не докупал, потому что у меня реально большая позиция в Aptos, я ее пока увеличивать не хочу. Только если Aptos прям пробьет новое дно, там на 2 бакса пойдет, тогда буду с удовольствием Aptos откупать. Потому что я слишком много знаю про этот проект, чтобы его не покупать. По техническому анализу все, там есть еще много разных других факторов. RSI можно смотреть тоже, то, что мы смотрели на CoinGlass, можно индикатор RSI, индекс относительной силы. Если RSI находится внизу, значит токен перепродан, и как раз это хорошая возможность для того, чтобы его покупать. Потому что каждый раз, когда токен, видите, был перепродан, он потом отрастал. И так происходит постоянно, рынки цикличны, они растут, падают. Не будет только падения, либо только роста. Все двигается циклами, постепенно, волнами. Поэтому это тоже важно понимать. Давайте теперь перейдем к цикличности рынка, потому что это с техническим анализом очень сильно связано. А потом перейдем к фундаментальному анализу. И я скажу так, если совпадают все эти три фактора, то есть фундаментальный, технический и цикличный анализ, то поздравляю, вероятнее всего вы находитесь в правильном месте и в правильной позиции. Что такое циклы? У нас есть биткоин, соответственно, локомотив всего крипторынка, он находится у нас на хаях, это видно невооруженным глазом, в то время как большинство альткоинов, они находятся на лоях, на самых своих нижних значениях. Я говорю про большинство, там не берем в счет Solana, XRP, там Hype и разные другие токены. Большинство альткоинов находится на лоях. Из этого мы делаем вывод, что сейчас идет у нас BTC сезон. Это можно понять также по графику доминации BTC, он называется BTC.D. У нас доминация BTC находится на хаях, соответственно, у нас идет сейчас биткоин сезон, то есть большая часть средств рынка денег сосредоточена именно в биткоине. Это отличная возможность, чтобы покупать альткоины. Почему? Потому что альткоины крайне недооценены по отношению к биткоину. Если бы доминация была битка где-нибудь здесь, допустим, на отметках там 47, 48, там 40%, и альткоины бы уже большинство рынка отстреляло, это была бы плохая возможность покупать, потому что, скорее всего, уже большая часть движения прошла. Когда у нас доминация находится на хаях, это отличная возможность, чтобы покупать токены, потому что вся ликвидность сосредоточена на биткоине. Каждый раз вы можете открыть график обратно, посмотреть. Каждый раз происходило падение доминации BTC. Когда у нас проходит падение доминации BTC, ликвидность из биткоина переливается в альткоины. Так было в 2021 году, так было в 2017 году и так будет в 2025 году, потому что рынки цикличны. Кто бы вам что не говорил, там, у нас там BlackRock зашли, там что-то поменялось. Неважно, рынки, они цикличные, и они будут все равно повторяться, да, с какими-то небольшими отличиями, но в целом у нас направление постоянно повторяется. Поэтому, когда у нас доминация BTC находится на хаях, когда у нас идет BTC сезон, именно тогда стоит покупать альткоины. Потому что они будут крайне недооценены по отношению к биткоину. Есть еще одна такая тактика очень интересная. Это покупать биткоин на медвежке и потом его продавать и переливаться в альткоины, когда уже будет BTC сезон. Как понять, что вообще медвежка? Это можно понять по настроению на рынке. И вот, кстати, видите объемы? Смотрите постоянно объемы. На самом дне были огромные объемы. Это значит, что киты, они не продают на самом дне, они наоборот откупают. Вот в этой позиции, вот в этом диапазоне, когда биткоин находился на отметках 25, там 16 тысяч долларов, огромное количество китов тут накопило свои позиции и держало свои токены до распределения, до фазы BTC сезона. Сейчас у нас постепенно происходит распределение, кто-то покупает, кто-то продает, но в целом BTC еще свой потенциал, я думаю, реализует в этом цикле на отметке 120 и даже выше, я в этом уверен. Вот, опять же, нельзя говорить, что 100% будет, потому что никто не знает, что будет 100%. Если кто-то говорит, что он знает, что будет дальше 100%, скорее всего, он просто вам врет. Я лишь предполагаю, поэтому я жду дальше цели по BTC, рост BTC.
и в конечном итоге перелив ликвидности в альткоины. Поэтому есть такая тактика покупать на медвежке. Опять же, смотрим по объемам, смотрим по графику, видим, что тут у нас хаи. Если у нас токен падает, то, соответственно, можем здесь вот, допустим, начинать покупать там по 40 тысяч долларов, по 29, по 30 тысяч долларов, по 16, по 19 тысяч долларов. То есть постепенно набираем позицию. Никто не знает, где лоу находится. Никто, даже манипуляторы, BlackRock, никто не знает, где находится лоу. Абсолютно это неизвестно никому, потому что слишком много переменных факторов. Поэтому самое лучшее, что вы можете делать, это постепенно покупать, усреднять свою позицию. Как делают фонды, MicroStrategy, BlackRock. Они покупают просто на любых ценовых значениях, потому что они свою позицию усредняют. Они смотрят на долгосрок, на десятилетия вперед. Поэтому самая лучшая тактика это DCA, Dollar Cost Average, это постепенно усреднение своей позиции. По графику мы поняли, что самое лучшее находиться в биткоине до начала вот этой параболической фазы. Я постараюсь в следующем цикле вам подсказать, где эта фаза может находиться. По биткоину мы еще увидим очень сильные коррекции, падения, но в целом у нас направление по BTC only up. Вы можете посмотреть это с годами, что BTC у нас только растет. Поэтому самое лучшее находиться в биткоине и постепенно потом переливаться в альткоины, когда доминация BTC у нас подойдет к ключевым отметкам. Есть всякие инструменты типа Fibonacci, там 0,618 уровень по Fibonacci. Мы когда к нему пришли, получили реакцию и локальный альтсезон. Сейчас мы на проливе. Сильно у нас доминация выросла, точно так же у нас было тут, то есть мы подошли к сильному уровню, получили реакцию, локальный альтсезон, потом сильная доминация выросла, потом она опять резко упала. Точно так же у нас происходит и в этом цикле, то есть все у нас повторяется. И запомните, что после BTC сезона настает сезон альткоинов, так было всегда, так и будет и в этом году. Покажу вам еще один индикатор, тоже ссылочку на него оставлю, конечно же, в описании, это называется индекс страха и жадности криптовалюты. Когда на рынке у нас страх, когда люди боятся, именно тогда нужно покупать. Да, возможно, вам будет тяжело, будет все лететь, падать, вам будет тяжело нажать кнопку «Купить», но надо покупать именно тогда, когда людям страшно. Вы должны идти против толпы. Толпа никогда не зарабатывает в этом рынке. В этом рынке зарабатывают 5%, 95% оплачивают эту тусовку. Поэтому нужно покупать, когда у нас страх на рынке, и продавать, когда у нас жадность, когда эйфория на рынке. Посмотрите на этот график. У нас индекс страха и жадности по отношению к цене на BTC. Значение индекса страха и жадности 89, то есть это экстремальное значение. Цена у нас BTC где находится правильно? На отметках 60-73 тысячи долларов. То есть у нас BTC находится на хаях. И когда на хаях, то у нас, естественно, эйфория. Покупаем BTC, там, ву. Когда у нас идет коррекция, когда нужно покупать, индекс страха и жадности опускается до отметок 58. Соответственно, когда у нас опять идет рост, индекс страха и жадности растет. Поэтому, когда у нас индекс страха и жадности опускается, видите, отметка 38, прямо сейчас мы опускаемся на отметку 38. Сейчас отличная возможность, чтобы покупать. Когда у нас был локальный вот этот пролив, люди очень сильно боятся, продают свои позиции, именно тогда нужно покупать, потому что после этого будет рост. Всегда, опять же, рынок двигается циклами, рынок двигается волнами, после коррекции идут росты, после роста идут коррекции. Вы должны это понимать, все двигается циклично волнами. Поэтому индекс страха и жадности это один из индикаторов, на который можно смотреть. Видите, когда биток 54 стоил, индекс страха и жадности был 26. Сейчас биточек стоит больше 100 тысяч долларов. Ну, около сотки сейчас, чуть меньше, потому что коррекция была. Поэтому мы смотрим на разные другие индикаторы, которые тоже нам подсказывают, когда правильно покупать альткоины или биткоин. Ну и следующее, один из самых важных факторов это фундаментальный анализ. Опять же, если фундаментальный, технический и сезонность совпадают, вероятнее всего вы находитесь в правильном месте и в правильное время, осталось только купить правильный альткоин. И для этого нам понадобится фундаментальный анализ, который нам поможет понять, какие альткоины стоит покупать, а какие не стоит. Что такое фундаментальный анализ? Это анализ команды проекта, токеномики, почему проект будет переоценен. То есть все, что связано с проектом, это называется фундаментальный анализ. Ресерч, когда вы изучаете проект, понимаете, что он делает, для чего он это делает. Это и называется фундаментальный анализ. Для фундаментального анализа можно использовать Twitter Score. Это мы смотрим Twitter проекта, кто на него подписан, что они делают. В Twitter Score мы можем посмотреть топовых инфлюенсеров, либо людей из крипты, у которых огромный Twitter Score, это значит, что они сильно прокачаны, на них там подписаны топовые чуваки. Поэтому мы анализируем обязательно Twitter, потому что Twitter это соцсеть криптанская, там очень много криптонов сидит, и там в основном проекты делают свои анонсы и прочее. Не в Телеграме, именно в Twitter, но телегу тоже можно анализировать. Мы смотрим, что у Aptos хороший Twitter Score на отметках 291, это хороший показатель, максимально 1000, но это тоже подойдет, как говорится. Подписчиков 630 тысяч, и кто подписан? Это у нас ребята из Tier 1 фондов A16Z, Coinbase, Binance, Multicoin Capital, Jump Crypto, Animonica Brands, с Tier 2 фондов, экосистемные ребята на Aptos подписан и многие другие, поэтому Aptos у нас имеет очень хороший Twitter Score, потому что на него подписано огромное комьюнити самых влиятельных людей в криптовалюте. Поэтому
Это мы ставим сразу галочку Aptos, что красавчики. Далее вы можете зайти в сам твиттер проекта, посмотреть, что они тут делают, что они публикуют, что у них вообще происходит, какие у них планы на будущее. Вы тоже должны понимать, куда движется проект, что они делают. Делают ли они какие-то посты, либо они просто забили, собрали бабки и все. Поэтому это тоже мы анализируем. Также для фундаментального анализа проектов вы можете использовать ChatGPT, разные другие ИИшки, которые будут информацию для вас собирать. Мы можем задать ИИшке, что он знает про команду блокчейна Aptos, потому что мы должны понимать, кто стоит за Aptos. Если команда какая-то анонимная, привет, Hamster Combat, то, вероятнее всего, проект будет не очень. Поэтому мы анализируем команду. Команда блокчейна Aptos состоит из бывших разработчиков Meta, Facebook. Опа, сразу помечаем, хорошая галочка. То есть у ребят есть опыт работы в крупнейшей корпорации мира, Facebook, Meta. Ранее они работали над блокчейном Diem Libra. Потом этот проект закрылся. Основатель это Мо Шейх, но сейчас он ушел в отставку. И Эвери Чинг, тоже у нас сооснователь компании Aptos. Также можете почитать про других разработчиков, где они работали. Вот видите, кошелек Meta, Novi, бывший инженер DM, профессор компьютерных наук, работал в Meta, специализируется. Короче, мощнейшая команда, реально мощнейшая. Также у нас приведены тут инвестора. Вы можете тоже спросить, кто инвестировал, либо на крипторанке посмотреть. Это у нас Tier-1 фонды, A16Z, Jump Crypto, Binance Ventures, FTX, но они уже соскамились, Multicoin. Поэтому Aptos собрал огромное количество денег, $350 миллионов. Это для Layer 1 блокчейна очень хорошая сумма. Значит, что у проекта есть бабки, а это хорошо. Также вы можете анализировать метрики проекта, пользуется ли им кто-то. Если там транзакции в сети, об этом обычно публикуется в Твиттере информация. После запуска USDT и USDC на Aptos количество транзакций кошельков на Aptos выросло. То есть Aptos люди пользуются, значит команда зарабатывает деньги, потому что часть комиссионных, которые мы платим за транзакции в Aptos, они копеечные, часть идет команде проекта. Также можете посмотреть другую разную статистику. Это язык программирования Move, на котором он построен, количество транзакций и так далее. Потом, где используется токен. Мы должны понимать, почему покупаем токен. Не просто потому, что нам понравился блокчейн. Мы должны понимать то, почему токен будет переоценен на альтсезоне. Почему он будет стоить дороже, чем он стоит сейчас. Вы должны понимать, почему он будет переоценен. Чтобы это понять, нам нужно посмотреть, где будет использоваться токен, либо где он уже используется. Это у нас оплата газа за транзакции. В блокчейне Aptos вы платите газ в токенах Aptos, соответственно. Стейкинг и безопасность. Вы можете стейкать свои Aptos и получать награды за то, что вы предоставляете свои токены для валидаторов. Управление сетью, governments, то есть могут голосовать за обновление сети, то есть если у вас есть токены, чем больше у вас токенов, тем ваш голос в сети будет весомее. Торговля и DeFi, можете торговать с токеном, можете его засовывать в разные дексы, стейкинги, фарминги, везде токен Aptos есть у него применение. NFT игры тоже имеют свои игры, NFT маркетплейсы, где можно покупать NFT-шки и в играх что-то покупать за токен Aptos. Ну и платежи P2P, это очень спорно. В P2P Aptos особо-то не используется. Исходя из этого, вы должны понимать, что у токена есть utility, то, где он используется. И это очень хорошо для токена, потому что если у токена нет utility, он никому не нужен, просто его там сделали, что команда бабки срубила, это плохо. У токена обязательно должно быть какое-то применение, чтобы его цена росла, чтобы на него был постоянный спрос. И если не будет спроса на токен, то он никому не нужен будет, он не вырастет. Далее. Можно спросить еще, на чем сфокусирована команда Aptos и с кем они сотрудничают. Опять же, ChatGPT бесплатная версия. Все там будет, все вам выдаст любую информацию. Можете Copilot использовать, разные другие ИИшки. Все это будет вам выдавать информацию. Команда Aptos сосредоточена на создании высокопроизводительного и масштабируемого блокчейна, ориентированного на массовое внедрение Web3 технологий. Короче, они строят инфраструктуру в крипте, Web3, где люди будут пользоваться разными DeFi, то есть аналог банковской системы, только в крипте, разными кошельками, играми, NFT-шками. Короче, они строят огромную экосистему вокруг себя. Также они работают с ИИ, с РВА, это токенизация реальных активов, где вы можете там свою квартиру затокенизировать и потом ее продавать на блокчейне, там, либо машину токенизировать, либо картины. Короче, команда там реально очень мощная и сосредоточена на глобальных изменениях в мире криптовалют и вообще в общем в мире. То есть они строят огромную экосистему. Технология инноваций, язык программирования Move, масштабируемость и производительность, партнерство и сотрудничество. Вот, это очень интересно, потому что ни один блокчейн в крипте не имеет таких сотрудничеств, как Aptos. Ни один, даже близко рядом никто не стоит. Это Microsoft, совместная работа для интеграции искусственного интеллекта с блокчейн-технологиями. Также это Alibaba, партнерство и направленное расширение возможностей блокчейна в области облачных вычислений инфраструктуры, IONET, и также они сотрудничают с BlackRock, 11 триллионов долларов под управлением на минуточку, Google, MasterCard, PayPal и разными другими топовыми компаниями. Поэтому
Поэтому, ребят, вы должны сами логично понимать, что будет с токеном Aptos, когда будет альтсезон. Это просто, прочитать про него, понять, что это за токен, что это за блокчейн, и вам станет сразу все понятно, как говорится, тавтология такая вот. Поэтому обязательно используйте фундаментальный анализ, чтобы понять, почему токен будет сильно расти. Также можем посмотреть токеномику. На CoinMarketCap можно зайти в токен Unlocks, посмотреть, какая у нас токеномика. У нас линейные разлоки, то есть токены постепенно выливаются в рынок, что особо не давит на цену. Также видите, тут вот статистику кто-то выкладывает, то есть Top Chains by Daily Active Address. Вот 15 сетей по дневному активности сети. И у нас Aptos находится на 5 месте. Раз, два, три. На 4 даже месте находится Aptos. С Base конкурирует. То есть, прикиньте, Layer 2 на эфире, Base один из самых популярных. Вот она BNB-шка, с которой мы сравнивали. И вот он токен Aptos. То есть, количество дневных юзеров в сети перевалило за 1,2 миллиона человек. Что это нам говорит о том, что токен у нас используется и блокчейном пользуется. Анализируем токеномику. Опять же, токеномика это целое отдельное видео, как это понимать, что это, как работает. Если видите такую токеномику с линейными разлоками, где нету таких вот жестких разлоков в рынок, там где 10% суплая выливается в рынок от количества всего токенов, там 20-30, это огромное количество разлоков, и это может повлиять на цену. У токена Aptos с этим все нормально, у них постепенные разлоки, то есть токены, которые там покупали инвестора, они потихоньку выливаются в рынок, разблокируются для инвесторов и для тех, кто там участвовал в разработке и прочих людей. Поэтому тут с токеномикой все отлично у Aptos. Но как я обещал, дам вам еще несколько проектов на размышления, которые вы можете сами проресерчить по тем показателям, которые я вам сегодня показал. Если вы хотите более детально погрузиться в ресерч, понимать, как работает крипторынок, торговать вместе с нами, то у меня есть закрытое сообщество криптобаза, в которое можете вступить по ссылочке в описании. Там мы разбираем все более детально, я сам рассказываю, делюсь аналитикой по токенам, что я покупаю, почему я покупаю. Поэтому, если хотите, залетайте в криптобазу по ссылочке в описании. Токен Ape. Смотрим по техническому анализу. График у нас находится где? В накоплении, то есть мы видим, что токен находится в одном диапазоне, у нас еще один диапазон сформировался, нижний, и прямо сейчас у нас идет накопление позиций. Посмотрите на эти объемы, посмотрите на эти канинские объемы, канина просто нереально, вот что это такое вот эти вот объемы, где у нас находится токен на дне, что будет дальше с токеном, можете подумать сами. По Fibonacci это один из инструментов, который вы можете использовать, опять же в прошлых видео я говорил, там где как продавать, когда продавать. Я показывал, как пользуется Fibonacci. Натягиваем от пика до лоу и получаем 0,5 до 0,16 уровень по Fibonacci. Зачастую сюда цена приходит. Поэтому присмотритесь к токену Ape. Он может дать очень большие такие палочки вверх. Исходя еще из фундаментального анализа, то есть по техническому анализу мы находимся в накоплении с большими объемами. Фундаментальный анализ токен Ape будет использоваться в игре Otherside. Это огромная метавселенная, где токен Ape будет выступать главной валютой. Соответственно, на него будет огромный спрос на этот токен, потому что надо будет покупать там скины, издания, еще что-то. Это все будет с помощью токена Ape. Метавселенная еще, кстати, не запущена. Тоже можете подумать, что будет с токенами, когда запустится огромная метавселенная, где токен Ape будет главной валютой. И будет огромный спрос на токен. Также вам даю на размышление токен DYDX. Это у нас DEX биржа на эфириуме. Обычно, когда у нас растет эфириум, то есть вся его экосистема тоже начинает расти. По техническому анализу токен точно так же находится в накоплении, в таком диапазоне. Посмотрите на эти объемы. Fibonacci 0,5-0,16 уровень по Fibonacci. Отметка $15, точно так же, как по Ape. С текущих это больше 15 иксов. DYDX это DEX биржа деривативов, где люди торгуют с плечиками. И это одна из топовых DEX бирж, которая находится сейчас в топ-5 по объемам. Поэтому команда проекта зарабатывает как минимум на торгах, на ликвидациях людей. Поэтому у команды есть деньги, и они на эти деньги могут, если что, качать свой токен, потому что у них есть токены в своей сумке, и им выгодно просто качать цену токена, чтобы себе тоже заработать денежки. Поэтому вот такие вот вам два проектика, еще надо подумать, DYDX Ape. Я про них уже говорил в прошлых видео. Альткоины Трампа, 3-й выпуск, я про них говорил, что вот эти вот токены, там я более детально, тоже поверхностно разобрал, потому что детально мы разбираем все токены, всю криптовалюту в закрытом сообществе криптобаза, в которое можно вступить по ссылочке в описании, конечно же. Вот такие вот вам монетки дал на размышление. Также есть много других монет, которые вы можете сами проанализировать, исходя из того, что я вам сегодня рассказал в этом видео. Поэтому обязательно используйте эту информацию на практике. Не просто посмотрели, закрыли видео, пошли дальше там ютубчик смотреть. Используйте информацию. Попытайтесь сами найти какие-нибудь интересные токены, которые могут быть переоценены на этом альтсезоне. Все в ваших руках. Я верю, что у вас все получится, и вы заработаете много денег, если будете правильно подходить к крипторынку. Опять же, смотрите мои прошлые видео на YouTube, чтобы понимать базу крипты, как зарабатывать, а не терять деньги. Это у нас 4-й видос из разряда вот этих вот полезных видосиков про альтсезон, почему он будет, как не терять деньги на крипте, как правильно продавать, и в этом видео мы разобрались, как правильно покупать альткоины. Поэтому обязательно смотрите вот эти все видосики, они очень полезные. Подписывайтесь на мой канал, давайте добьем 1000 подписчиков в 2025 году. Ставьте лайк, чтобы видос продвигался, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылочке в описании. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!